Сыграть мы пьесу были рады, и все старались искренне. И все, что видели вы, правда. И все, что слышали вы, правда. Правда, да не истина. Есть правда скромная, есть правда гордая, такая разная всегда она. Бывает сладкая, бывает горькая, и только истина всегда одна. Есть правда светлая, есть правда темная, есть на мгновение и на времена. Бывает добрая, бывает твердая, и только истина всегда одна. Порой восстанет брат на брата, безжалостно неистово. И все, что первый крикнет правда, и что второй ответит правда. Правда, да не истина. Есть правда скромная, есть правда гордая, такая разная всегда она. Бывает сладкая, бывает горькая, и только истина всегда одна. Есть правда светлая, есть правда темная, есть на мгновение и на времена. Бывает добрая, бывает твердая, и только истина всегда одна. Сражались мы неоднократно с неправдой ненавистною, но часто нам мешала правда, земная маленькая правда. Правда, да не истина. Есть правда скромная, есть правда гордая, такая разная всегда одна. Бывает гордая, и только истина всегда одна. Есть правда светлая, есть правда темная, есть на мгновение и на времена. Бывает твердая, и только истина всегда одна. Есть кто-нибудь? Патрик, ну конечно, в такой час здесь больше и некому околачиваться. Всю ночь, что ли, тут торчал? Ну все, поздоровались. Почему не открыл гардины? Уже 10 часов. Слушай, не ешь меня глазами. А лучше пойди и принеси мне пенагонскую энциклопедию. Я понятия не имею, где здесь что. Вот, спасибо. Отец пригласил из Пенагонии высоких гостей, и мне надо кое-что выудить из этой махины. Певчие птицы мне не нужны, пеликаны тоже, пеленки тем более. О-ля-ля, нашла. И целых 2 портрета. Эй, хочешь посмотреть на нашего высокого гостя? Знакомься, наследный принц Пенагонии Пенопью. Тут ему год. А вот теперь... Ну как? Это ты брось. Все ты понимаешь, все. Только завидно. Бесподобен. Это любому дураку видно. Погоди-ка. Играет на 23 музыкальных инструментах. Вот это да! Держите меня.
Адель, я вот думаю, отчего население не приводит сюда детей? Сколько прелести, сколько возвышающей душу пользы получили бы дети среди этой природы. Ну, теперь ты понял, кто к нам едет? А в письме его папы, короля Гедеона, есть еще 2 словечка, очень интригующие. Принц не женат. Как ты думаешь, зачем это пишется нам? Не знаешь? Не знаешь. А что ж так помрачнел? Ведь там же не сказано, что принц завтра увезет меня в Пенагонию и женится. Так что рано ты скис. Ты еще можешь побороться за меня? Тебе, я знаю, горестно и жалко, что ты вскочить не можешь на коня, чтоб на турнире в поединке жарком чужому принцу не отдать меня. Что же это сделается в мире? Что же это сделалось с людьми? Турниры отменили, как будто нет на свете ни отваги, ни любви. Веселым флагом на ветру не виться, трубу задрав, Герольд не протрубит. Но поединок с принцем состоится, и, может быть, достойный победит. Что же это сделается в мире? Что же это сделалось с людьми? Турниры отменили, как будто нет на свете ни отваги, ни любви. Исчезла форма, но остался принцип, которому запреты нипочем. Готовься к битве, мой безмолвный рыцарь, разить врага невидимым мечом. Что же это делается в мире? Что же это сделалось с людьми? Турниры отменили, как будто нет на свете ни отваги, ни любви. Что же это делается в мире? Что же это сделалось с людьми? Турниры отменили, как будто нет на свете ни отваги, ни любви. Так запомни, наследный принц Пенагонии Пенопью. Можешь вызвать его на турнир красноречия. Спокойно. Спокойно, господа. Это всего лишь ограбление. Ваше Высочество! Ручки на голову и сюда к нам. Будете благоразумны, будете живы, здоровы. Станете бузить по глупости и жадности. Заработаете дырку между глаз. Минуточку, господа. Надеюсь, вы не поднимете руку на его высочество принца Пенагонского? Будут дипломатические осложнения. Ой, ой. Ну, так, отлично. У тетю какой бантик. Принц, говоришь? Интересно, о чем думают мои телохранители? А пуговицы, наверное, золотые? Вероятно, но... Смотри, одни тряпки. Господа, вы будете отвечать за меня сразу перед 2 королями, ибо я еду ко двору бидонского монарха. Он ждет меня. Руки. Кстати, этот лес, он уже к Абидоне относится? А?
Ну, там, наверное, не золотые. Ничего, сойдут и серебряные. Ножку. Ой. Вторую. Стоять. Ваше Высочество. Имя коня. Милорд. Его последняя цена. Ой, я не вспомню. Что-то фантастически дорого. Папа считает милорда одной из жемчужин своей короны. Он вообще не собирался его продавать. Руки. Папаша ваш прав. Таких красавцев только дарят. Таких красавцев только дарят маркизам, принцам, королям. На них не скачут, а летают, такие и не снились нам. Такие нам не по карману, смотри на них и не смотри. Подари лошадку атаману, слышишь? Подари, подари лошадку атаману, слышишь? Подари. Ну что ж, вы медлите, дарите, куда деваться от судьбы? Людей напрасно не гневите, они несносны и грубы. Их в детстве воспитали странно, не лорды, что не говори. Подари лошадку атаману, слышишь? Подари, подари лошадку атаману, слышишь? Подари. Безумцы даже не мечтают такое вдруг приобрести. Потерю эту я считаю едва ли вам перенести. Не стоит жить с такой раной, теперь хоть все огнем гори. Подари лошадку атаману, слышишь? Подари, подари лошадку атаману, слышишь? Подари. Ваше Высочество, на что-нибудь хотели выменять? У Абидонского короля. На что? Выменить? Что вы, сударь, как можно? Вы же сами сказали, таких только дарят. Ну, дарить папа велел только в том случае, если сладится моя помолвка с абидонской принцессой Альбиной. А нет, так нет. Значит, все-таки выменить на дочку королевскую. Глупейшая сделка, дважды убыточная. Скажите спасибо, что я вам ее поломал. Тихо, тихо, Клементиночка, тихо. Тихо, стоять. Тише, тише, успокойся. Жак, Жак, ты слышал? Слышал? Что бы это такое могло быть? Разбойники? Жак, не пугай меня. Марта, кто бы там ни был, разбойники или охотники, нам с ними лучше не встречаться. Давай спускайся скорее сюда. Я его откопал. План отца был точный. Жак, ты гений! Куклы наши, слышишь? А гений — это отец. Мы с тобой молодцы. Угу. Давай, берись за парусину. Поднимай. Вот они, наши родные. Ну вот, теперь вы абсолютно свободны и можете продолжать путь. Только одна деталь. Мы вам завяжем глаза. Да, ну, господа... Ну, чтоб вы не могли увидеть, куда мы удалились. Простите. Пожалуйста. Да подышали свежим воздухом. Хватит! Садись! Садись! Счастливого пути, Ваше Высочество. Вперед! Поехали. Он что, с ума сошел? Ваше Высочество, там ничего, никого нет! Как? Ваше Высочество! Прыгайте, немедленно, прыгайте, Ваше Высочество! Прыгайте, Ваше Высочество! Прыгайте! Мама, нет, нет!
Ой, мамочки, мама. Доброе утро. Доброе утро. Тетя Тиречко. Доброе утро, доченька. Здравствуй, мамуля. Доброе утро. А канцлер сегодня не завтракает? У него насморк. Полно вам. Аллергический насморк от персиков. Они ему вредны с детства, но он забыл и съел целое блюдо. Автоматически. Какой насморк? Аллергический. Ага. Дабы деть мою супругу и дочь туда же вместе с ней, их оседлать бы и по кругу, и шинкелей, и тильку с канцлером поганым на круг и плетью подхлестнуть. Ах, если б моему болвану сном летаргическим уснуть, какая мысль в самом деле, чтоб на душу греха не брать. Ох, как же вы мне надоели, и тетка, и отец, и мать. Скорей бы замуж и отсюда, за 100 земель, за 100 морей. Я и писать-то вам не буду. И шинкелей. Спит год, и 2, и 5, и 8. Растели свиней. Да как земля их только носит. И шинкелей. Смятку, Ваше Величество. Да. Тогда приземляйся. Теодор. Ваше Величество, это, конечно, очень смешно. Но это уже было. Да? Да. Ступай! Радоваться должны, что я у вас такой непосредственный. А вы рожи строите. Ай! Моя беда в том, что я, наоборот, мало шалю, не смело. Разве такого озорства требует моя натура? Скучно у нас, девочки. Да. А у меня кровь играет. Папочка, я тебя лучше всех понимаю. Но в обществе принца Пинапью ты ведь не будешь так шалить. А пусть он мне продаст своего чудесного жеребца, а? Слушай, уговори его продать милорда, а? Я помягчаю. Ну как он пишется, этот принц? Пенапью или Пинапью? Зачем тебе, сестричка? Уж не собираешься ли ты вдобавок ко всем своим достоинствам еще и научиться писать? Вы бы лучше взглянули на его портрет в ихней энциклопедии.
неотразим. Да? Отец, можно я его оттуда вырежу? Племянница. Не ихней, а их энциклопедии. И немножко меньше пылкости, немножко больше скромности. Я допускаю охотно, что этот гость окажется милым, неотразимым даже. Но ведь не раньше, чем приедет, не заочно же. А я, тетя, уже и до этого дошла. От нашей-то скучищи. Вон отец свои 50 лет, и тот на стенку лезет. А все ваш муж. И эти его милые законы, на которые мы все так не нарадуемся. Альбина! А я уже 20 лет, Альбина. А у меня здесь один единственный кавалер, и тот нем как статуя. Конечно, для меня этот гость будет неотразим, даже если у него копыта на одной ноге. Ага, а тем более, если на всех 4. И принадлежат они коню бесценному, ихнему. Тогда и рассуждать нечего. Теодор, ну при чем здесь конь? Тихо, тихо. Ну что такое? Свояченица, ты у нас паникерша. Ну что, ну вот вижу. Посторонние насекомые в чашке. Но ведь не скорпион же. Садитесь, кушайте. Благодарствуйте, Ваше Величество. Я вполне уже сыта. Более чем. Теодор, неужели это ты? Да ну что ты, матушка. Я. Я все как полковником был до коронации. А эта шутка фельдфебельская, не выше. Ты лучше скажи, готова ли ваша сбруя для таких ответственных скачек, как у нас впереди? Что я не поняла. Имеются в виду наши туалеты. О, Господи, твои лошадиные сравнения, Теодор. А говорили в смятку. Эй, что вы там делаете, ваша милость? Я жду вас, уважаемый. Кого-нибудь жду. Марта, держи карету сзади, а то мы кувыркнемся вниз. Ради гуманности, помогите. Протяните ногу, я до вас дотянусь. А теперь отпустите руки. Не могу. Они совсем онемели. Руки! Ой! Ой! О! Ай! Ой, мамочки. Ваша милость, давайте потихонечку. Давайте. Так. Раз, два. Вы не от падения меня спасли, нет. От гораздо худшего. Потихонечку. От разочарования в людях. Ой. Дело в том, что меня все бросили. Потом расскажете. Сейчас бежать надо. Ваша милость. Ваша милость, вы заняты? Ваша милость, вы не спите? Марселла к вашим услугам. Спасибо, не надо. Хочу спросить, вам постирать, отутюжить ничего не надо? Нет, смотрите, а то к приезду гостей все будут при параде, а у вас и сорочки свежей не найдется. Ой, вы уж извините, что я давно не заходила. Столько дел во дворце. Ой, столько дел. Вы себе не представляете, как здесь все ходуном заходило. Открывают парадные покои, а там все замки заржавели. Всюду волонтеры, драпировщики, а кача и музыки какая во дворце. Позвали настройщиков.
Патрик, как хорошо, что я тебя встретила. Идите, девочки. Ну, как ты? Не болен? Слушай-ка, мальчик, а тебе не хотелось бы уехать отсюда? На время, а? Почему-то мне кажется, что в летнем замке на озерах тебе было бы здоровее и спокойнее. Да-да, один пока. Нам еще рано туда. Поверь, тебя никто не гонит. Ты абсолютно свободен. Только в рамках хорошего тона, конечно, и благоразумия. Ты ведь не выйдешь из этих рамок, а, Патрик? Я могу быть спокойна, да? Прощальные. Сколько таких прощальных было написано, чтобы не соврать, ровно 4. Удар копья, стрелы полет, звенящей шпаги острие. Уж жизнь мою перечеркнет. Зачем теперь жалеть ее? Зачем теперь мне жизнь моя? И в миг последний самый я забуду все и закричу: жить не хочу, жить не хочу. Зачем теперь мне жизнь моя? И в миг последний самый я забуду все и закричу. Ты закричишь: я жить хочу. Нет, не хочу и не могу остаток дней тоске служить. Без глаз твоих, без рук, без губ, зачем теперь на свете жить? Прощай, любовь, враги, друзья, прощай навек весь мир, а я забуду все и закричу: жить не хочу, жить не хочу. Прощай, любовь, враги, друзья, прощай навек весь мир, а я забуду все и закричу. Ты закричишь: я жить хочу. Один удар и ничего, конец любви, тоске, судьбе. Нет миг ухода моего, ты не придешь, зачем тебе? Но пусть хоть день придет твоя, чтоб проводить мою, а я забуду все и закричу: жить не хочу, жить не хочу. Но пусть хоть день придет твоя, чтоб проводить мою, а я забуду все и закричу. Ты закричишь: я жить хочу. Освежитесь, ваша милость. Жестокая, надменная и злая, опасность роковая и гроза. Природа вам дала, зачем не знаю. Природа вам дала, зачем не знаю. Такие откровенные глаза. Он объяснить вам ничего не может, но он ведь не в заоблачной дали. Душа его люблю кричит, и все же, душа его люблю кричит, и все же не слышите вы голоса любви. Нет, немота его вам не мешает, такой любви не разглядеть нельзя. Слепой казаться гордость вам внушает, ведь он не принц, вот где причина вся. Гордыне вашей только принца надо, и вам себя никак не побороть. Но помните, сказал мудрец когда-то, ведь помните, сказал мудрец когда-то,
что гордому противится Господь. И вам судьба предъявит счет однажды, и в этот день ничто вас не спасет. Вам этого в лицо никто не скажет, вам этого в лицо никто не скажет. Но вы за все заплатите, за все, за все. Почтеннейший Март, дорогой Жак, если вы меня сейчас спросите, принц, чего вам хочется больше всего на свете, я отвечу... Есть. Нет, хотя и это, конечно, нет. Я отвечу, ехать и ехать с вами, куда глаза глядят. Если б не этот визит к Абидонскому королю... В таком-то виде. Теперь это невозможно, я понимаю. Но возвращаться в Пенагонию, это же в 100 раз дальше. Мы с Мартой, ваше высочество, тоже не прочь на Абидонской земле оказаться. Она как-никак моя родина. Да нельзя. Почему? Недолюбливает родина странствующих артистов. Если нет специального разрешения от полиции, не думая ни о каких представлениях. Тут же сцапают. Что за порядки? Кто их выдумал? Боюсь, однако, что у нас такие же. Надо будет узнать. Спрошу у папы. Ну что вы, ваше высочество. Вспомнил, как я висел над пропастью. Мамочки, что бы со мной было, если б не вы? Послушайте, неужели я, приглашенный в Абидонию самим королем, не выпрошу для вас какую-то глупую полицейскую бумагу? Это кем же надо быть, чтобы отказать гостю? Господа, я решился. Айда в Абидонию. Прямо ко двору. Да? А что, Марта, как ты думаешь? Я думаю, что его высочество прелесть, и что нам с ним очень повезло. Это мне трижды повезло. Вы спасли меня раз, вы необъяснимо располагаете к себе два, да и вы, оказывается, актеры. Да, но из Погорелого театра. Неважно, совершенно неважно. Актеры и музыканты – это моя слабость. А если вы намекаете на какие-то свои неудачи, то я знаю их причину. Притупилась чувствительность зрителя. Да, причем везде и всюду. Эй, Марта, подай-ка мне гитару. Ага. Не передумали, ваше высочество? Нет. Тогда держите вози. Нам направо. Пожалуйста, поехали. Ну, старушка, тронулись! Много лет по земле этой странствуя, до сих пор мы такого не видели. Исказилось понятие прекрасного, притупилась чувствительность зрителей. Притупилась чувствительность зрителей. Все как прежде, как в годы старинные, но в столице и в дальней обители что-то сломано, неуловимое. Притупилась чувствительность зрителей. Притупилась чувствительность зрителей. Мудрейший мудрец растеряется, видя этот процесс удивительный. Это все лишь одним объясняется. Притупилась чувствительность зрителей. Притупилась чувствительность зрителей. Ну, давай! Ну, эй, почтеннейший,
Позвольте спросить, как проехать на Дворцовую площадь? Куда же вы? Жак, мне показалось, он как-то странно на нас посмотрел. Чего бы? Он мальчишки. Спросим. Эй, мальчики, идите сюда. О, стой. Уважаемый, вас не затруднит чуть-чуть направить нас к цели. К Королевскому дворцу нам надо. Так прямо и ко дворцу. Это вам до водокачки надо. То есть назад, а потом направо. За водокачкой должна стоять тетка. Торгует она вареными раками. У нее и спросите, где, мол, здесь живодерня для бродячих собак и кошек. Это еще зачем? При чем тут? Нет, почтеннейший, продолжайте. Мы спросим. Вот она вам и растолкует, если, конечно, раки не шибко будут свистеть. А то иной раз они так рассвистятся. Кто? Вареные раки? Они самые. Когда их мало, еще ничего. А если улов велик, уши закладывает от свиста. Слова при них не скажи. Ну так вот, как узнали про живодерню-то, обогнули ее с любой стороны. Вот вам и дворец. Спасибо, почтеннейший. Но, пошла! Это сумасшедший. Или нет? Сначала я тоже так подумал. А ты заметила, девчонка на лестнице подслушивала, и все вокруг. Ну и что? Мне кажется, Горбун нас хотел о чем-то предупредить. Живодерня для бродячих собак. Свистящие раки бродячие собаки. Но! Что за секрет дорога до дворца? Не знаю, может и секрет. Ой, ну и порядочки. Жак, может нам лучше честно спросить у полицейского, а? Лучше, только не нам. Принца нашего почистить, подлатать. Пускай он спрашивает. Кто меня спрашивает? Ваше высочество. Как спалось? Великолепно. С детства так не спалось. И вы знаете, что мне снилось? Разбойники. Нет, мне снилось, что я лежу в ванне с лапшой, а вокруг меня плавают цыплята. Только вот ложки не было. Очень кушать хочется. Хоть бы одна монетка завалялась. Монетка? Фокус! Фокус! О! Они же не знали, что я люблю фокусы показывать. А у меня там потайной карманчик имеется для фокуса. Я вам, любезные, судачков посулил сметане. Да. Так вот, извольте видеть, задержка с ними. Их кот украл, паскуда, и сожрал. Причем кот-то не наш, соседский, из москотельной лавки. Жалость какая. Ну ладно, мы не привередливые. Тогда другого чего-нибудь. Ха, другого. Как у вас все просто. А кто мне за судачков заплатит? Нет, если вы не верите мне насчет кота. Эй, Гиппократ! Это мой сыночек. Поклонись, невежа, башка не отвалится. Слыхали, на какое прозвище откликается Гиппократ? Удостоен за то, что ловко режет кошек. Хирург растет. Если желаете, он может этой каналии сделать чик-чик. И тогда ваши судачки будут вам представлены. Мы что-то не поняли, хозяин. Хозяин, 2 пива.
Вы издеваетесь? А почему, интересно, я должен на этом терять? Заказ ваш, код москательщика, а в накладе оставаться мне? А? Сейчас же отпусти животное! Ну, если вы такие добренькие, за воров заступайте, тогда я вам вставлю в счет украденный продукт. Значит так, овес для вашей кобылы раз, судачки для кота два, ну, а сами чего пожелаете? Господа, неужели это справедливо, по-вашему? Вы слышали, что предлагал нам этот выжига? И вас не затошнило? Ой. Мало того, что вы портите аппетит моим клиентам, так вы еще их на смуту подбиваете. Гиппократик быстро полицейского. Правильно. Полицию сюда. Интересно, допускает ли она такое свинство? Ну ладно, я тут засиделся. Ну, пора идти. Пора. Все началось из-за вашего фургона. Испугался хозяин. Но вы, как видно, не здешние. А у нас очень строго насчет бродячих актеров. Лошадь и фургон чьи? Наши. Их. Если мы что-то нарушили, это не со зла, господин полицейский. Мы путешественники и просто не знали ваших законов. Да. И только вчера у вас сотни лет материнской груди. Ух ты, какая прелесть. И где ж такие чеканят? У нас в Пенагонии. Нет, любезный. Это герб Мухляндии. О, вот вы мне и помогли вспомнить. Эту монету мне подарил сам король Мухляндии со своим изображением. Там король, коллекционер бабочек. На обратной стороне бабочка. Документы. Что? Ах, документы. А вот за этим обращайтесь к разбойничкам. Все у них. Хозяин, ну, дайте хотя бы ветчины с горошком и пиво. Мы ведь так еще не завтракали. А вы стоите как монумент. Это почему? Спокойно. Позвольте. Да вы не знаете, как тут с нами обошлись. Да вы спросите у людей. Не разговаривать. Пустите. Больно. Я сказал молчать. Ой. Эй, хозяин, теперь счет подавайте прямо в участок. И кота заодно, и сына живодера. Достойный сын папы-доносчика. Это беззаконие. Я все расскажу королю. Так и сказал? Да. Не может быть. Самозванец наверняка. Или это... Или и то, и другое вместе. Ну, а вид-то у него солидный хотя бы. Никак нет, Ваше Величество. Вид так себе, не особенно. Но божится, что вы его приглашали. И еще, двое с ним, так тех уже он пригласил. Да. Ну-ка, подлей-ка водички погорячей. Ага. Один половничек. Не обвари! Это что же выходит, значит, я должен вместо своей полиции разбираться? А я и слабо. А почему я, а не канцлер? Ах, да, ведь у него насморк этот, как его, артиллерийский. Вот что, принеси ко мне холодненького, а я сейчас... Ну что ж, пока я не остыл, нельзя мне допрашивать твоих самозванцев. В твоих же интересах. Куда спешишь, Клотильдочка? Цирюльник велел, Ваше Величество. Он сейчас работает с головой принцессы, и ему надо. Только я Марселла, если позволите. Да. Марселла, припоминаю.
Передай им мое мнение. Спереди они могут накручивать, что хотят. Но на затылке у нее должен быть конский хвост. Передам, Ваше Величество. Да, хлопотливое это занятие нравится заграничным лицам. К нам едет жених из-за границы, и то, что я волнуюсь, не стану я скрывать. А будь он не приезжим, не заграничным принцем, мне было бы, конечно, все равно и наплевать. Согласно этикета, пойдет у нас беседа, и дамы будут ахать, хихикать и вздыхать. А будь не иностранцем, а будь он мне соседом, мне было бы, конечно, все равно и наплевать. Из ткани наряды для невесты, вино веков минувших и пышная кровать. А будь он мне знакомым, а будь давно известным, мне было бы, конечно, все равно и наплевать. Там едет жених из-за границы, и свадьбу мы сыграем, как встать заведено. Но ставши нашим зятем, он станет нашим принцем, и будет на него мне наплевать. И все равно. Но это я отвлекся. Где твои беспаспортные? Вон наблюдаются прямо отсюда, Ваше Величество. Вон. О, да. А кобыла-то, кобыла. Родилась еще до изобретения хомута. На ней только наследным принцем и ездить. Ой, слушай, а насекомых на них нет? Ведь я же после бани рискую, а? Прикажете проверить на вшивость? И принца тоже. Если бы я не знал, что ты кавалерист, я бы сказал, что ты слишком примитивный. Точно так. Ваше Величество, да я понимаю, что в таком виде, как я сейчас, в гости не ездит. А никто и не глядел бы на ваш наряд. Как бы мордашка была подходящая. Капрал! А ну-ка, спусти-ка его с цепи. Подойдите. Ближе. Полюбуйтесь на того, кого мы ждем. Не больно-то вы с ним схожи. Так и знал. С этим же нельзя сравнивать. Я говорил папе. Он ужасный подхалим, этот наш академик живописи. Зачем ты мне приделал древнеримский нос? А брови? Разве у меня такие брови? Они же мне почти незаметные. Вот и оно. От портрета у моей дочки слюнки потекли. А увидит она такой оригинал. И что? Так, энциклопедия, значит, врет. Все документики похищены. Ну, а вы, господа Орликины, вы-то откуда взяли, что он принц Пинагонской? С его собственных слов. Да. Ваше Величество, но ведь ему же нельзя не верить. Он такой искренний. Ах так? Он совсем не умеет хитрить. Ах так? А ведь отроки при дворе воспитанные учатся этому с пеленок. Как же его-то эта наука обошла? Ваше Величество, мы еще не завтракали даже. И у меня как-то нет сил доказывать, что я это я. Нельзя ли хотя бы морсу кисленького, а? Кисленького? Слышь, ему кисленького захотелось. Сейчас тебе будет кисленькое. Молчать! Вы! Орликины! А вопросик будет такой. Ответь-ка мне, дружок, кто главный королевский конюх в Пинагонии? Ну? Его зовут Антуан. Лицо у него в оспинках, но с уточкой. Фамилии не помню. Но представляю, как он на меня посмотрит, когда узнает, что я гордость нашу не уберег. Лучшего рысака нашего, милорда. Что?
Милорд, который на 4 круга обскакал моего сапфира. Вороной! И он был с вами, и увели! Папа сильно расстроится. Я думаю, ведь это они не за вами охотились, ваше высочество. Это им он был нужен. Выследили они его. Ах, жаль, что это не мои люди. Милорд, папа расстроится. Да если бы я лишился такого коня, я бы в монастырь ушел бы. Весь как из кости, выточенный. Какая нарость, какой аллюр, какой курцгалоп. Ведь я тогда покоя лишился, а папочка ваш уперся. Не отдам ни за какие тысячи, а тут бесплатно увели. Милорд! Ну нет, дорогие мои, я не смирюсь. Я пошлю погоню за конокрадами. Где это было? На самой границе. Это место еще называют Кабаний Лог, Ваше Величество. Историческое местечко. Ну-ка. Я сейчас... У Делаша людей сколько надо, столько и возьмешь. Хоть весь гарнизон собак, всю псарню. Только чтоб канцлер ничего не знал. Это не его дело, это наше дело. Обложишь по всем правилам. Да, Уделаша, понял? Приведешь милорда, полковником сделаю. В герои произведу. Жизни не пожалею, Ваше Величество. Ну вот, дайте же мне обнять вас, Ваше Высочество. Ваш приезд такая радость. Ведь я только что признал, весь как из кости, шея лебяжья. Какие к черту могут быть сомнения? Приятным ли было путешествие? Впрочем, что тут приятного? Извините, ополоумел. Сейчас я позову королеву и принцессу. Они очень желали вас видеть. Ваше Величество, потом. У меня ни одной пуговицы, ногти все. Мне помыться, переодеться, а? Угу. Все понял? Нет вопросов. Девочки, живее, аллюром он здесь. Владелец милорда. Принц Пинагоний. Он был в переделке. Сейчас его моют, отпаривают, смазывают. Короче, у вас еще есть час-полтора. Даю вам шинкелей. Ясно? Своя. У вас что? Дело к мужу. Срочное. Да. А в чем дело? Что новый закон сочиняет? Так это не к спеху. Да сейчас. нет, другое. Прослушивание начинается. Что это? Да вы что, родственнички, в своем уме? К нам сын короля Гедеона пожаловал уже здесь, а второй человек в королевстве песенками забавляется. Второй? Ха! Ну-ну, пусть так. Но эти забавы измотали, иссушили второго. Ну? Зато первый у нас, баловник, прекрасно выглядит. В чем дело, Отилия? Его Величество. Ну что ж, ему даже будет полезно. Прошу. Уважаемые господа студенты, любезно согласились исполнить нам некую песню. Вот только назвать имя сочинителя упорно не хотят. Одно не тайна уже... Вот видите, правда.
Королю должно быть любопытно вдвойне, поскольку стихи, которые будут спеты, слагались здесь, в этом самом дворце, прямо над его венценосной головой. Ну, мальчики, мы вас слушаем. В самом лучшем королевстве, в самом-самом лучшем замке жил-был самый-самый-самый замечательный король. С детворой играл он в прятки и в колдунчики, и в салки, и проигрывая даже, он детишек не порол. Он родителей порол. Было жить тогда непросто и крестьянам, и доцентам, и всех штатских, и военных тот король не обожал. Лишь детей по малолетству, не имевших документов, не заковывал он в цепи и в темницы не сажал. Он родителей сажал. В самом лучшем королевстве, как сказали мы вначале, жил-забыл король, который детвору Ваше Величество, еще немного, вы вникните. Даже тех детей, что часто двойки в школе получали, не допрашивал в подвалах, не пытал и не казнил. Он родителей казнил. Он родителей казнил. Будь здоров. Слушай, я потом вникну, а? У меня теперь мысли не в ту сторону скачут. Я что хотел-то насчет речи своей напомнить. Приветствие пенагонскому принцу не написал еще, а он уже здесь. А это оно не к спеху, а? Не горит. Как знать, как знать. Возможно, и не горит, но уже тлеет. Что? А речь помню. К обеду закончу. Не смею за... Будь здоров. Держивать. Что же это за намек такой был? Здесь сочиняют, во дворце, у меня над головой. Кто что может сочинять? Ну, свояк. Такое выслушать и сказать, что не горит, поразительно. Да подождите. На кого он намекал-то? На немого Патрика, что ли? Сами додумались. Да вы просто гений. Этому несчастному воспитаннику королевы неплохо бы быть еще немей. Это ж там вещи его высочества иностранного принца. Кобылку-то мы определили на постой, а это в фургоне было. Не может быть. Ну-ка. Фу, черт. Отправь все быстро в kunstkamеру. И пальцем не трогать. То-то я смотрю, мне марионетки-то ваши очень знакомые. Откуда бы мне их знать, а, Коломбина? Понятия не имею, Ваше Величество, но я Марта. Да? Очень приятно. А вот это я. Похож? Как вы? Почему? Нет, Ваше Величество, марионетка без короны. И намека нет на корону. И назывался на... Сейчас я вспомню. Полковник Хряк. Точно.
Так меня обозвал и изобразил Жан-Жак Веснушка. Я был кавалерийским полковником до коронации. Да что я вам рассказываю, вы же все знаете. Сценки с ним очень веселили покойного короля. Шут Жан-Жак сделал немалую карьеру на этой потехе. Кто он вам? Ну? Как, спрашиваю, вам достался театр Жан-Жака Веснушки? Он мой отец, Ваше Величество. Вот прелестно. Прямо. Без обиняков. Не моему рысаку двоюродный ишак, а отец, папа. Значит, вы занимались почтенным ремеслом вашего батюшки на чужбине. Мы играли другую пьесу, Ваше Величество. А той мы не знали, а наша безобидная. Коломбина, все это вы расскажете ему. Но мой муж, он спас и доставил вам такую персону. А это смягчает, да. Вообще смягчить меня, расплюнуть. Я смешливый, отходчивый, ничуть не злопамятный. Поэтому не сужу никого. Судит он. Только вам потерпеть придется, пока у него дойдут руки. Голова у него просто палата лордов, но рук не хватает. Надо бы 100, а у него 2. Да, кстати, на каком из островов ваш батюшка обрел вечный покой? На острове Берцовой Кости. О! Так тогда им не скучно было. Там же все паяцы собрались, художники, поэты. Так что повеселились они там на славу. Ну, пухом ему земля. Проводите артистов вниз. Скажете, что они ждут приема у канцлера. Там поймут. Ну, Ваше Величество, а как же ваш гость? Мы с ним подружились. Он за нас обидится смертельно. Да ну что, напротив, он даже обрадуется. Мы скажем, что вы на юг отбыли, на гастроли. Ой. Братцы, половина дворца под землей, что ли? Иду. Но этот камин не годится, потому что придут гости, а тут вонь. А от чего же, Ваше Величество? От клея, от тряпок, от краски горящей. Кухонная печь тоже не подойдет. Да и прислуги там слишком много, все пределы. А еще наверху есть печка? Умница, Клотильдочка. Ну, как дотянешь эту штуковину? Могу только Марселая, Ваше Величество. Ну, вечно я вас путаю. Да-да, ты меньше. Итак, Марселочка, надо, чтобы все это хозяйство сгорело дотла. И чтобы с печкой ты была 1 на 1. И чтобы молчала об этом, как печная заслонка. А то ведь, знаешь, как наш канцлер болтливых не любит и разбирается с ними лично. Давай, моя птичка, чтобы сгорело все это до нитки. И ящик тоже. Жак, прости меня, дурочку. Это ж была моя идея с Абидонией. Но родина-то она моя. Скучал-то я. Ой, зачем? Я сама, Ваша милость. Ну, спасибо. О, так. Вот сюда, к печке. Вы уже уезжаете? Так неожиданно.
Огнем любуетесь, ваша милость? Только поосторожней, крылышки не подпалите. Экипаж готов, ваша милость. Все? Шпион. Вот что-то написано. Ничего не понятно. Вот жалко. В долине Тигра и Ефрата, где древних тайн земля полна, с неповторимым ароматом, есть роза чудная одна. В недобрый час тоски и гнева, в час пробуждения темных сил, спустился белый ангел с неба и эту розу посадил. Там, где она расцветает, там никто не солжет, там никто никогда не солжет. Лишь звезды небесные знают, где она расцветет, где однажды она расцветет. Пусть вид ее порою жалок, как скромной золушки наряд, но ложь сворачивает в жало ее, заслышав аромат. В любую крепость, дом и в замок он проникает без труда, и ощутивший этот запах солгать не сможет никогда. Там, где она расцветает, там никто не солжет, там никто никогда не солжет. Лишь звезды небесные знают, где она расцветет, где однажды она расцветет. Думаете, правда была такая?